Привет, друзья! Свыше 16 лет во главе Германии стояла женщина, которую называли матерью нации, железной леди Европы, оплотом стабильности. Ангела Меркель создала иллюзию спокойствия, за которой, как сегодня начинают понимать многие политики, скрывалась сложная сеть компромиссов, внешнего давления и внутренних договоренностей. Кто бы мог подумать, что сейчас, когда ее преемники уже ушли, а Фридрих Мерц ломает все до основания, всплывают вопросы, на которые ранее было запрещено искать ответы. И я вас спрашиваю, почему за время ее правления Германия постепенно теряла экономический суверенитет, кто стоял за спорными миграционными решениями, последствия которых ощущаются до сих пор, почему военная политика была выстроена так, что страна осталась зависимой от иностранных военных баз и поставок, почему же энергетика Германии оказалась столь уязвимой и кто на этом выигрывал. А теперь самая темная часть этой истории. Фридрих Мерц не просто новый канцлер, он словно начинает археологические раскопки. Он открывает ящики, которые раньше были закрыты на политические замки. Он публично говорит о том, о чем раньше шептались в кабинетах, что старая система строилась не в интересах немецкого народа, а под диктовку внешних партнеров и внутренних неизбираемых элит. И каждый его шаг вызывает волну негодования среди тех, кто десятилетиями контролировал процесс. Но главное, он начал процесс демонтажа, отставки, расследования, ревизии старых законов. Меркель больше нет, но ее политическое наследие, как мы видим, продолжает сопротивляться. За ним стоят миллиарды международные структуры и те, кто привык управлять Германией без выборов и ответственности. И по данным инсайдеров, некоторые документы времен ее правления до сих пор не рассекречены. Фридрих Мерц начал свое правление с чего-то, что для Германии звучало почти кощунственным. Он пошел против политических икон. Он буквально начал снимать со стен портреты Меркель, реформировать кабинеты, отстранять от власти тех, кого считали неприкасаемыми. И речь не только о персоналиях, речь о фундаменте всей системы. Впервые за десятилетия в Берлине открыто говорят, структура управления страной устарела и не отражает интересов нации. Мерц уже произнес слова, которые никто не ждал, немецкая политика не может быть филиалом зарубежных интересов. Это заявление стало сигналом, в кулуарах уже начались обсуждения нового политического устройства, вплоть до того, что может быть предложен пересмотр основных принципов парламентской модели. И вот тут уже не до шуток. Говорят о слиянии некоторых институтов, о пересмотре полномочий между федеральными и земельными властями, но главное, обсуждают возможную новую роль канцлера с расширенными функциями в условиях кризиса. Идея выглядит опасной, но в условиях глобальной нестабильности все чаще звучит как необходимость. Особую роль играют те, кого называют теневыми архитекторами. Это бывшие чиновники времен Гельмута Коля, представители ВПК, влиятельные финансисты. Эти силы не доверяют системе Меркель-Шольца, они не хотят больше ждать, когда в Брюсселе примут разрешение на действия Берлина. Мерц, судя по всему, получает негласную поддержку от этих кругов, и он начал действовать. Он знает, где болит, он знает, кто блокирует реформы, он знает, какие положения Конституции были написаны под диктовку внешних игроков. Впервые за много лет в Германии появилась фигура, которая не боится бросить вызов старой системе, в которой учителя Мерца держали власть, пряча реальное положение дел за ширмой европейского единства. Теперь давайте посмотрим, что если Германия с 2000-х годов была не совсем самостоятельной страной. Все больше экспертов начинают задавать этот вопрос и все чаще находят тревожные ответы. После прихода Фридриха Мерца к власти стали всплывать подробности, которые раньше тщательно замалчивались. Десятки решений в области обороны, энергетики, миграции и внешней политики, принятых при Меркель и Шольце, сегодня выглядят странно, будто бы это было не немецкое решение, будто бы это был другой штаб, откуда поступали команды. Сейчас все указывает на то, что многие ключевые процессы курировались при участии внешних консультантов и международных структур. Вспомним, как быстро Германия отказалась от атомной энергии. Почему? Кто настоял? Кто продвигал на ключевые должности людей, тесно связанных с глобальными НПО и наднациональными институтами? Почему дипломатия Меркель часто совпадала с интересами не Берлина, а совсем других столиц?
Особенно пугает синхронность. Один за другим всплывали случаи, где решения правительства совпадали с линией определенных международных финансовых групп. Шольц продолжал курс Меркель, но еще жестче связал экономику Германии с глобальной системой управления. Создавалось впечатление, что Берлин действует не как центр силы, а как филиал, аккуратный, подчиненный и покорный. Фридрих Мерц, по данным изнутри, давно был против этого курса, его не устраивала роль статиста. Он якобы критиковал закрытые лоббистские механизмы, через которые велась кадровая политика. Его команда начала пересматривать данные соглашения, заключенные в прежние годы. Начались проверки, откровения, кулуарные ссоры. Некоторые министры, еще недавно чувствующие себя в безопасности, сегодня срочно покидают посты. И самое интересное, совпадение, влияние тех же международных группировок прослеживается и в миграционной политике, и в энергетике, и в оборонных закупках. Причем в одних и тех же секторах при Меркель и при Шольце. Один и тот же вектор, одни и те же партнеры, одни и те же фамилии в списках стратегических советников. Все это словно говорит, Германия все это время играла по чужим правилам. А сейчас эти правила начинают рушиться или их рушат. Но ситуация усложняется еще больше. Пока средства массовой информации обсуждают заявление Мерца, в кулуарах идет нечто куда более важное. В Германии незаметно, но стремительно формируется новый альянс. В его состав входят высокопоставленные военные, представители военно-промышленного комплекса, бывшие офицеры Бундесвера, а также промышленники, давно недовольны курсом прежних правительств. Этот союз пока не на виду, но именно он, по данным утечек, сейчас проталкивает Фридриха Мерца к самым радикальным шагам. По словам инсайдеров, речь идет не просто о смене курса, а о политической перезагрузке. Разрабатываются документы, в которых предлагается новая модель управления, более автономная, менее зависимая от Брюсселя и Вашингтона. Один из обсуждаемых пунктов – это перераспределение властных полномочий внутри страны с упором на безопасность, промышленную независимость и национальный суверенитет. Уже упоминаются такие термины, как новый парламентский федерализм, военно-гражданский альянс и даже Институт стратегической безопасности. Звучит фантастически, но факты указывают на реальное движение. Военные аналитики все чаще появляются на закрытых заседаниях, индустриальное лобби больше не скрывает свое раздражение влиянием внешних инвесторов. Появились утечки, якобы в закрытых штабах идет обсуждение возможного ограничения международных контрактов в стратегических отраслях, оборона, энергетика, инфраструктура. И все это сопровождается резко возросшей активностью старой школы генералитета. Люди, уволенные при Мерце и Шольце, возвращаются в экспертные советы. Поднимаются архивы, формируются альтернативные группы влияния, где открыто говорят, Германия не может больше быть административной территорией Евросоюза. Она должна стать государством, определяющим правила игры. Что если эпоха классических канцлеров в Германии подходит к концу? Все чаще звучит мысль, Фридрих Мерц может стать последним лидером старой системы, но одновременно первым архитектором новой. Это правительство, по данным утечек, уже обсуждает изменения, которые могут полностью перезагрузить политическую модель ФРГ. И нет, это не просто авторитаризм. Речь идет о восстановлении реального суверенитета. По сути, Мерц не просто управляет страной, он ломает формат, по которому Германия жила последние десятилетия. Конституционные поправки, пересмотр роли парламента, перераспределение полномочий между федеральными землями – все это уже фигурирует в черновиках закрытых совещаний. Один из ключевых пунктов – ограничение влияния внешних центров на внутренние решения страны. Если проект будет реализован, то выборы канцлера в будущем могут проходить по совсем иным правилам. Германия перестанет быть частью механизма и станет самостоятельным центром силы. Именно поэтому Мерца все чаще называют фигурантом исторического перехода. Не просто как политика, а как переломного символа эпохи. Если вам понравился мой рассказ, поддержите лайком и подпиской. До скорой встречи!